Дарья Усачева должна была принять участие на этапе серии Гран-при в Японии. Однако она получила травму и снялась с соревнований. Об этом высказалась российская фигуристка Станислава Константинова. Хейт был в адрес тренерского штаба. Травмы случаются абсолютно у всех. И это непредсказуемые ситуации. Мы все работаем, мы все пытаемся сделать лучше, чем мы можем. Обвинять еще кого-то в этом, я считаю, это просто ужасно. Это худшее, что вы можете сделать, начать как бы в защиту Даши обвинять ее тренеров. Я считаю, что нужно просто всем написать: Даша, поправляйся, и максимально поддержать и тренеров, у которых действительно сложный сезон, у которых много спортсменов, а не критиковать собственных кумиров и обвинять в каких-то вещах. Меня это, честно говоря, возмутило дико, и я была в шоке, сообщила Константинова. Хочу остаться в памяти у людей. Драматичная история российской фигуристки Усачевой. Дарья попала в группу Тутберидзе только со второй попытки. А погоня за сложными прыжками привела к тяжелейшему испытанию в карьере. Личная трагедия Дарьи Усачевой, развернувшаяся на Гран-при Японии, ярко иллюстрирует обратную сторону технического прогресса в фигурном катании. В погоне за элементами ультра-си ученица Тутберидзе не жалела себя и продолжала тренироваться с травмой. Рискованный поступок привел к тому, что теперь надеждам фигуристки на Олимпиаду в Пекине поможет сбыться разве что чудо. В ближайшие месяцы Усачевой придется посвятить восстановлению от тяжелой травмы. Невероятный удар для фигуристки, мечтающей оставить свой след в спорте. Тутберидзе приняла Усачеву в группу со второго раза. Усачева впервые встала на коньки в 3 года в родном Хабаровске. У родителей девочки был интерес развивать дочь в фигурном катании, поэтому вскоре они всей семьей переехали в Москву. Изначально Дашу собирались отдать в ЦСКА, но Хрустальный оказался ближе к дому. В то время набор в школу уже был закрыт. Но Усачевой решили попытать удачу, и девочку приняли в группу Оксаны Булычевой. С ней Даша выучила все двойные прыжки. В 10 лет Усачева рискнула и пошла на просмотр в группу Тутберидзе, но без тройных прыжков ее не взяли. Год юная фигуристка провела у Анны Царевой. За это время Усачева освоила тройные прыжки и каскады 3-3, после чего снова попробовала попасть в группу Этери Георгиевны, и на этот раз успешно. Тот день Даша запомнила надолго. Я даже помню, что это была пятница и у младшей группы был выходной. Пришлось идти тренироваться в старшую. Раскатка, я сильно волновалась, меня все потрясывало. Было волнительно от того, что могу упасть, еще что-то не сделать, но за счет этого накопившегося адреналина я тогда не упала ни разу. Было страшно, но нравилось, что все получается почти наравне с другими, делилась Усачева. Меня всегда восхищала Алина Загитова. Первый год в группе Тутберидзе дался Дарье тяжело. Девочка чувствовала огромную ответственность и очень волновалась. Из-за страха сделать что-то неправильно Усачева никак не могла раскрепоститься. Но тренеры помогали Даше влиться в процесс и относились к ней терпеливо. Для фигуристки было в новинку беспрерывно работать на тренировках, но нахождение на одном льду с кумирами и их пример мотивировали. Меня всегда восхищала Алина Загитова, еще до моего перехода в группу Этери Георгиевны, восхищает и до сих пор. Поражает ее трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идет и работает. Такое же упорство и у Саши Трусовой. Как она новые прыжки разучивает. Идет и не останавливается. Да и вообще все девочки Аня, Алена, меня восхищают. Они не останавливаются на достигнутом. И это очень мотивирует, говорила Даша. Усачева борется без ультра-си. Плодотворная работа в группе Тутберидзе принесла результат. В свой первый международный сезон Усачева ворвалась в элиту фигурного катания. Даша взяла бронзу в финале юниорского гран-при, уступив только Камиле Валиевой и американке Алисе Лью. А на чемпионате мира преподнесла главную сенсацию турнира, опередив Лью и завоевав серебро. Уже тогда было понятно, что Усачева способна бороться даже без прыжков ультра-си. Не затерялась Дарья и на взрослом уровне.
Из-за отмены международных юниорских турниров фигуристка получила возможность соревноваться на внутрироссийских стартах со звездами сборной. Главными достижениями Усачевой в этот сезон стали медали этапов и финала Кубка России. Отлично фигуристка проявила себя и на чемпионате страны. После феноменальных выступлений Щербаковой, Валиевой и Трусовой Усачева не растерялась и откатала на разрыв. 4-е место в такой кампании – суперрезультат. Главные козыри Даши в борьбе против девочек с ультра-Си – это стабильность и высочайший уровень катания. Чистые прокаты завораживают зрителей и судей. Фигуристка получает солидные баллы даже без ультра-Си. Но от изучения сверхсложных прыжков Усачева никогда не отказывалась. Даша уже несколько лет работает над тройным акселем и четверным сальховым. Спортсменка прекрасно понимает, что без ультра-Си к победам не прорваться, и принимает правила игры. Усачева испытывает колоссальное давление. Статус единственной фигуристки в группе Тутберидзе, не владеющей сложнейшими прыжками, невероятно давил на Усачеву. В глазах зрителей и экспертов Даша всегда считалась аутсайдером в борьбе за Олимпиаду. Наверняка фигуристка в курсе этих разговоров и понимает свое положение. Перед олимпийским сезоном Усачевой срочно нужно было освоить хотя бы один прыжок ультра-Си. Но у Даши началась полоса невезения. В начале сезона девушка столкнулась с травмой, из-за чего ее подготовка усложнилась. На Гран-при США Усачевой хоть и удалось стать второй после Трусовой, но выглядела она неубедительно. В то, что Даша сможет усложниться в ближайшее время, верилось с трудом. Но фигуристка все равно продолжала упорно работать. Возможно, погоня за усложнениями и привела Усачеву к драме, которая развернулась на Гран-при Японии. Девушка больно упала на раскатке и на свой прокат не вышла. С арены плачущую Дашу унес на руках врач. Травма была получена из-за серьезных физических нагрузок при наличии повреждения. Усачева мечтает оставить свой след в фигурном катании. И без того небольшие шансы Дарьи на поездку в Пекин теперь стремятся к нулю. Фигуристке потребуется долгое восстановление, так что на чемпионате России мы ее скорее всего не увидим. Личная трагедия Усачевой ярко демонстрирует обратную сторону погони за усложнениями. Хочется верить, что Даша сможет вернуться на лед и взять свое. Планы на карьеру фигуристка построила себе большие. Для тех, кто достиг более-менее высокого уровня, фигурное катание не просто увлечение, а целая жизнь. Я бы очень хотела, чтобы она продлилась как можно дольше. Хочу кататься так, чтобы остаться в памяти у людей. Такой, как Женя Медведева или Алина Загитова. Не думаю, что их когда-нибудь забудут. То же самое могу сказать про Алену Савченко, Хавьера Фернандеса и Юдзуру Ханю, хотя он еще катается. То есть, чтобы о тебе говорили, но только в хорошем ключе, признавалась Даша.